Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем нереально крутую кофточку с узором волны. Сразу скажу, этот узор максимально простой, ничего сложного в нем нет. Вяжется вся кофточка поворотными рядами. Такой узор волны получается за счет комбинирования разных видов столбиков. Например, вот мы будем вязать соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, потом столбик с одним накидом, несколько подряд столбики с двумя накидами, потом пойдем в обратную сторону. То есть и таким образом мы будем увеличивать и уменьшать размеры столбиков. Вот эту обвязку темным цветом делается вообще просто провязывается 2 ряда столбики без накида. Все, и из ряда в ряд каждый раз повторяется узор, ничего сложного. Узор получается очень красивый. Пряжа у нас, как обычно, Yarnart Jeans в 50 граммах 160 метров, 45% акрил, 55% хлопок. Цвета я укажу вам здесь на экране. И также напишу расход и номера цветов в описании под видео. Я вязала крючком номер 3,5. Вы можете вязать любым вам удобным. 3, 3,5, 4, 4,5. Этот узор волны, который сочетает в себе много разных видов столбиков, классно подойдет для девчонок-новичков. Вы как раз очень хорошо потренируетесь вязать разные виды столбиков. Как мы будем вязать? То есть, смотрите, я хочу сделать так, чтобы у меня спинка, вот эта спинка была открыта, но в принципе ее можно будет повернуть и носить как кофточку, то есть спереди может быть завязка, и надевать, к примеру, ее на какой-нибудь топ-маечку. Мы будем вязать снизу поворотными рядами вот до этого места, до начала проймы рукавов. То есть это как бы будет единое полотно вот отсюда, там по переду пойдет, и вот здесь закончится прямоугольник. Далее в любом месте мы подсоединимся напереди и будем вывязывать переднюю половинку просто поворотными рядами, для того, чтобы у нас получились разрезы для рукавов. И точно таким же образом будем вывязывать заднюю половинку и еще вторую заднюю половинку. При желании, если вы не хотите, чтобы вот был этот разрез, можно просто вязать 2 обычных прямоугольника перед и спинкой, это получится. И просто вот вы свяжете здесь по бокам и вот здесь, где у нас будут плечики. Вот, чтобы было понятно, я уже связала мою часть, которая пойдет наперед-спинку. Вот я закончила там, где у меня дальше пойдут уже вот эти поворотные ряды отдельно напереди, отдельно на 2 половинках спинки. То есть вот это у меня будет задняя часть. Единственное, что вам нужно будет знать при наборе воздушной цепочки изначальной, да, вот, чтобы связать либо как у меня большой прямоугольник, либо прямоугольник на отдельно перед и спинку, если вы будете вязать, вот как я сказала, второй вариант. Вам нужно знать раппорт вот этого вот повторяющегося постоянно узорчика. Раппортом называется начало и конец узора, то есть сколько вот в этот отрезочек вмещается петель. Раппорт этого узора составляет 12 петель. По сантиметрам это примерно 7 сантиметров, именно по моей плотности вязки, и крючком 3,5. То есть в конце, когда я померю свое изделие, вы можете отталкиваться от меня и примерно посчитать, какое количество петель вам нужно набрать для своего размера. Я сделала кофточку относительно свободненькой, не сильно широкой, но и не сильно в обтяжку. Поэтому для своего изделия от начала и до конца я набрала 192 воздушные петли. Это для моего основного рисунка, плюс 1 петля подъема на следующий ряд. Сейчас, если у вас такой же размер, как и у меня, вы хотите вязать кофточку, набираем воздушную цепочку из 193 воздушных петель. То есть ваша воздушная цепочка должна состоять из такого количества петель, которое кратно 12, плюс всегда 1 петля подъема на следующий ряд. Сейчас начало вязания я вам покажу на маленьком примере, потому что рисунок повторяется. Я вам покажу вот длиной в 4 вот такие волночки. Вам этого будет достаточно, все абсолютно будет понятно. Вот, к примеру, мы набрали 193 воздушные петли, если вы вяжете такого же размера кофточку, как и у меня, либо свое количество. И первый ряд делаем просто столбики без накида за заднюю перемычку, как обычно, со второй перемычки от крючка провязываем просто столбики без накида. Девчонки, кто новички, кто теряет постоянно петельки первые, всегда отмечайте первую петельку в ряду, чтобы про нее не забывать.
Довязываем последнюю перемычку столбиком без накида, не до конца. Сейчас будем подсоединять новую нить, как обычно. Вот оставляем 2 петельки на крючке, берем новую нить и просто протаскиваем соединительным столбиком через все 2 петельки, подтягиваем. Делаем столбик подъема 1, переворачиваем вязание. Переворачивайте вязание всегда в одну и ту же сторону. Закончили вязание, вот так перевернули, либо закончили вязание, вот так переворачивайте. Это нужно для того, чтобы здесь по бокам у нас были ровные края. Первую нить можно обрезать. И прямо сейчас начинается наш узор волна. Будем вязать, как обычно, каждый ряд в начале ряда со второй петельки от крючка. Сейчас провязываем столбик без накида. Кому нужно, первую петельку отмечайте маркером, чтобы не забывать про нее. Далее в следующую петельку провязываем полустолбик с накидом, делаем накид, продеваем крючок в петельку, вытаскиваем нить и через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Так, это у нас полустолбик с накидом. Дальше делаем столбик с одним накидом в следующую петельку, накид, продеваем крючок в петельку, вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Все, это у нас столбик с одним накидом. И вот таким образом у нас постепенно сейчас будет расти волна. Сейчас провязываем подряд 5 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида в следующую свободную петельку. Провязываем через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Первый столбик с 2 накидами. И провязываем таких еще 4. Раз. Два. Три. 4. Вот что у нас получилось, как выросла волна. И сейчас уменьшаем волну в обратную сторону. То есть вяжем зеркально. Сейчас провязываем столбик с одним накидом. То есть как бы уменьшаем волну. Далее провязываем полустолбик с накидом. Накид. Через все 3 петельки на крючке одной нитью. Далее вяжем столбик без накида. И вяжем просто соединительный столбик. Все, вот такая волночка получилась. Далее вяжем все то же самое, абсолютно идентичное вязание. Вяжем столбик без накида. То есть это у нас следующая волна. Далее полустолбик с накидом. Столбик с одним накидом. 5 столбиков подряд с 2 накидами. Раз. 2. 3. 4. 5. Далее идем на уменьшение волны, то есть в обратном порядке вяжем столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительный столбик. То есть, смотрите, когда мы вяжем 5 столбиков с 2 накидами, вот этот самый средний, третий, это у нас будет как бы серединка нашей волны. То есть мы будем ориентироваться в следующем ряду относительно нее, чтобы вот, видите, волночки расположены в шахматном порядке, чтобы они не друг над другом были, а вот чтобы вот так вписывались волночка в волночку. Все, таким образом вяжем этот ряд до конца ряда, чередуя вот эти вот разные столбики. То есть будет у нас вот такая вот схема. Девочки-новички, вы запомните это примерно после первого ряда, может быть, со второго. Тот, кто хорошо умеет вязать, вы запомните просто буквально после второй волны. Очень все просто, ничего тут сложного нет. Вот, то есть столбик без накида вяжем, полустолбик с накидом. То есть вот так, да, у нас увеличивается волна. Идет столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, потом вот наши 5 столбиков с 2 накидами. Далее на уменьшение волны идет столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик. То есть вот такая волночка. Вот я заканчиваю свой ряд. Смотрите, провязала столбик с одним накидом. Далее полустолбик с накидом. И заканчиваем мы всегда в самую последнюю петельку, вот которую мы отметили, столбиком без накида. Провязываем не до конца, будет смена нити для вот этой нашей обвязки. Как обычно, подсоединяем просто соединительным столбиком через 2 петельки на крючке. Белую светлую нить можно обрезать. Делаем 1 петлю подъема, разворачиваем вязание. И сейчас 2 ряда будут максимально простые, легкие. То есть вот эту темненькую обвязку, тоненькая у меня линия, провязываем просто в каждую петельку, в каждую косичку столбик без накида. Вот прям по волночкам идем, провязываем просто столбики без накида в каждую петельку. Вяжем всегда, как обычно, со второй косички от крючка. Первую обозначаем маркером, чтобы не забывать про нее.
Все, и вяжем столбики без накида, просто в каждую петельку. Подходим к концу, провязываем предпоследний столбик без накида, последний столбик провязываем, делаем воздушную петлю подъема, на следующий ряд переворачиваем вязание. И этот ряд делаем все абсолютно то же самое, то есть вот этот мой ряд обвязки, тоненькая волна, состоит из 2 рядов. Вы можете сделать и одним рядом, как вам хочется. Я вот сделала 2 рядами обвязку. То есть вяжем также со второй петельки от крючка, просто в каждую петельку столбики без накида. Отмечаем первую петельку. Все, и до конца ряда просто провязываем столбики без накида в каждую петлю. Подходим к концу ряда, провязываем предпоследний столбик без накида и вот этот отмеченный последний столбик. Провязываем не до конца, будет смена нити. Эту нить можно обрезать. Подсоединяем нашу нить через 2 петельки на крючке соединительным столбиком. Далее следующий ряд, вот он у нас начинается уже с серединки волны, да, вот как бы это серединка волны, вот, если так представить, вот эту часть сейчас будем вязать, вот она. Как я уже обратила ваше внимание чуть ранее, а вот серединка состоит из 5 столбиков с 2 накидами, то есть вот он третий, который по самой серединке, вот он сюда и идет на краешек нашего изделия. То есть сейчас нам нужно провязать вот эту вот часть, так как мы сейчас не можем провязать сразу же столбик с 2 накидами, мы провязываем имитацию столбика, провязываем сейчас 4 воздушные петельки. Вот мы закончили вязание, провязываем 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Это у нас как бы столбик с 2 накидами посерединке. Далее в эту петельку вяжем столбик с 2 накидами. Первый. И еще один. И второй. Все, то есть как бы серединка волны у нас закончилась. Далее идет волна на уменьшение. То есть провязываем столбик с 1 накидом, полустолбик, столбик без накида, соединительный столбик. Вот видите, у нас как бы конец нашей новой волны закончился на серединке предыдущей. Да, вот, то есть так и должно у вас все время быть, чтобы все ровненько было. То есть вот серединка волны, следующий ряд вяжется вот, чтобы закончилась волна вот именно над серединкой предыдущего ряда. Далее вяжем все то же самое. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с 1 накидом, 5 столбиков с 2 накидами. И далее на уменьшение волны столбик с 1 накидом, полустолбик, столбик без накида, соединительный столбик. Все, вот мы опять закончили ровно посерединке волны предыдущего ряда. Все, точно таким же образом вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда, провязываем после полустолбика с накидом столбик с 1 накидом и 2 столбика с 2 накидами. Обрезаем нить, подсоединяем новую нить нового цвета, которой мы будем делать обвязку. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем просто в каждую косичку столбик без накида со второй петельки от крючка. Подходим к концу обвязки первого ряда, провязываем последний столбик без накида, петельку, которую мы обозначили маркером. Вот так у нас получился край. Делаем столбик подъема на следующий ряд, разворачиваем вязание и по следующей стороне вяжем все то же самое, просто в каждую петельку столбик без накида. Довязываем второй ряд обвязки тоненькой волны до конца. Делаем смену нити, обрезаем эту нить, подсоединяем новую.
Делаем столбик подъема, разворачиваем вязание и делаем все то же самое, как мы вязали вот предыдущими рядами ранее, вот этим же светлым цветом. То есть со второй петельки от крючка провязываем столбик без накида, отмечаем ее маркером. Далее полустолбик с накидом и так далее по нашей схеме. По сути, мы чередуем вот эти каждые четные и нечетные ряды. Вот, к примеру, первый, второй, третий ряд и четвертый, да, вот сейчас будет. К примеру, вот первый, третий чередуем, второй и четвертый. Ну, это я так условно. Вот это, конечно, тоже за ряды считается. То есть чередуем вот эти наши волночки. Еще такой момент, если вы заметили, что вот с одного края у нас получилось ровно 3 столбика с 2 накидами, да, то есть как бы вот этот средний столбик ровно пришелся на шовчик, то с другой стороны у нас получается 2 столбика с 2 накидами. Если вы хотите, чтобы и с другой стороны было по 3 столбика с 2 накидами, то раппорт ваш должен будет составлять не 12 петель, как у меня, а 13. То есть набирайте изначально воздушную цепочку кратно 13. Итак, я провязала вот такой вот прямоугольник. Как я уже сказала, он у меня будет как бы единый перетекать спинком перед к спинке. Вот таким образом. То есть сзади будет разрез. Либо можно это потом наперед, как кофточку носить, спереди будет разрез. Вот таких вот широких волночек у меня получилось 16 штук. Далее, если вы делаете так же, как и я, сложите вот так ровно пополам, чтобы вырез сзади был ровно посерединке вот этого как бы переднего прямоугольничка. Я вот померила, вот эта длина от низа до начала проймы рукава меня устраивает. И сейчас я буду уже вывязывать вот этот мой передний прямоугольничек до плеч. Вот он наш вырез сзади, ровно посередине. Смотрим визуально, либо отсчитайте ровное количество от серединки до краев, чтобы ровно было пополам. И вот отсюда, из любого места, сейчас присоединим нить и начнем вывязывать вот этот наш передний прямоугольничек, согласно нашей схеме. Возможно, у вас остановилось не как у меня вязание на вот этой обвязке тонкой волны, возможно, у вас остановилось вот на такой широкой волне. Все, я нашла ровно серединку моего переда, аккуратно ровненько сложила вот эти на мои боковые края, где у меня будет пройма начинаться. И вам нужно понять для себя, какое количество петелек вы хотите здесь оставить, то есть чтобы вот здесь начинался, да, передний наш прямоугольничек, и вот здесь задняя половинка, одна из половинок. То есть можно это, в принципе, вот так впритык делать, рядом друг с другом будут, и тут вообще никакого расстояния не будет. Можно вот сделать вот этот вырез для проймы там в несколько петелек. То есть сами смотрите, как вы захотите это делать. Я сейчас подсоединюсь прямо вот в вершинку вот этой моей волны, которая находится прямо на боковой части моего изделия. И начну вот вязать прям по схеме, как будто бы это вот у меня начало края. То есть я буду сейчас подсоединяться нитью сюда, и у меня будет начало вот этой волны. Я также вот начну со столбика без накида, полустолбик, столбик с одним накидом и так далее. Буду вязать вот до этого конца. И так буду вязать поворотными рядами, пока мне не захочется остановиться. Вот нахожу столбик с 2 накидами, который прям посерединке был. Ну, это примерно какая ближайшая посерединке петелька. В нее продеваю крючок. Подсоединяю нить, которая у меня должна быть на очереди вот этого светлого цвета. Делаю закрепительную петельку. Делаю как бы петлю подъема на следующий ряд, да, то есть чтобы у нас не стягивало вот этот наш рядок следующий. Мы как бы поднялись на следующий ряд. Все, и вяжу по своей схеме, как обычно. Вот столбик без накида. Можно сразу же отмечать вот эту первую петельку. Далее полустолбик с накидом. Столбик с одним накидом. Столбики, так, 5 столбиков с 2 накидами. Столбик с одним накидом. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. Соединительный столбик. Все, вот мы также вписались, видите, в серединку предыдущей волны. Все, и таким образом вот отсюда у меня будет расти прямоугольничек на такую высоту, которую я захочу. И таким образом сейчас я вяжу вот до этого места, делаю петлю подъема, разворачиваюсь и вяжу поворотными рядами. Так, смотрите, что у меня получилось. Я связала вот такой вот прямоугольничек, еще 10 вот таких широких волн в высоту. Вот, как я вам и говорила, ровно посерединке наш прямоугольничек получился.
В зависимости от того, как мы будем носить эту кофточку, футболку, либо вот этот вырез будет сзади на спинке, либо спереди, как обычно кофточку, если мы будем носить. Из-за специфики вот такого вот рисунка, волночки, я сейчас надела на себя и увидела, что если, к примеру, вот это будет наш перед, то вот эти волночки прям вот врезаются в горло, да, и вот так они некрасиво лежат в области шеи, на горлышке не очень красиво облегают. Поэтому я предлагаю вот сейчас где-то вот отсюда, сами смотрите, где вам больше нравится, то есть с краев провязать также поворотными рядами один либо два ряда вот этих волночек. Это в зависимости от того, как вы хотите, чтобы это все выглядело. Тоже примеряйте каждый ряд все это на себя, смотрите все у зеркала. Тут у нас будет такой прям совсем небольшой вырез. Сейчас я посмотрю, сколько я провяжу. Ну, возможно, вот одну волночку, либо вот максимум одну широкую волну, и вот эту обвязку я провяжу. То есть, по сути, нам нужно вот это вот расстояние поднятия, да, вот этого нашего полотна ненамного, для того, чтобы вот вокруг шеи вот это наше изделие хорошо облегало шею и на горлышке хорошо смотрелось. Вот я сейчас примерила напротив зеркала, отметила, вот до сюда я буду с краев вязать поворотными рядами, вот свой кусочек вот этот подъема. И смотрите, такой совет, если вы вяжете так же, как я, тремя цветами, так же, как и у меня, у вас вот эта тонкая волночка темным цветом, которой мы потом будем делать обвязку. И если вы также делаете вот эти подъемчики, как и я, советую закончить вот этот ряд, самый последний, на вот такой широкой волне. То есть, если бы мы сейчас вот здесь провязали вот этой нашей обвязкой темного цвета, тоненькую волну, а потом, когда мы будем делать обвязку по всем краям нашей футболочки, кофточки, я тоже планирую делать это темным цветом, то здесь будет очень широкая полоса темного цвета. Поэтому я здесь оставила просто волну. Потом, когда мы будем обвязывать нашу горловинку, здесь будет нормально сочетаться вот эта вот толщина полосочки с нашей обвязкой. Все, и приступаем к поднятию вот нашего вот этого моментика. То есть я сейчас буду вязать от краешка до своего маркера. И вот прям по схеме здесь сначала, и потом здесь с края до этого маркера, и вот здесь. Вот смотрите, что у меня получилось. Я провязала еще одну широкую волну, и вот моих два ряда обвязочки. И теперь будем вывязывать вот эти наши половинки, в зависимости от того, это будет ваша спинка, либо перед, в зависимости от того, как вы будете носить ее. Также вот подсоединяемся к началу вязания, здесь, я думаю, будет удобнее. Вяжем поворотными рядами. Первый сначала прямоугольничек вяжем, аналогичное количество рядочков, потом подсоединяемся здесь, вяжем здесь. То есть у нас здесь таким образом получится пройма для рукава. Вот смотрите, что у меня получается. Вот это вот наш задний шовчик, ну, либо передний. Вывязываю половинку, вот подсоединила сюда, вот начала вывязывать широкую волну. Вот здесь, где удобно вам, смотрите сами по месту, останавливайтесь. У меня это получилось с столбиком без накида остановиться. И сейчас я буду менять нить на обвязку и вот так вот буду продолжать вывязывать прямоугольник. Итак, вот я закончила вязание своих вот этих вот половинок. От проймы вверх я провязала 10 вот таких вот широких волночек. И так же, как и здесь, остановилась на вот этой волне такого же цвета. То есть вот если вот так вот приложим мы, вот так они совпадают. И вот тут вот у нас торчит несколько рядочков провязанных вот этих наших волночек с этой и с этой стороны. Смотрите, как получается. Вот мы если складываем вот так вот наши волночки друг к другу, они вот как пазл становятся, прилегают отлично прям одна сторона к другой. То есть видите, вот тут впадинка получилась, вот тут выпуклость. И то есть вот так классно они все совпадают. И сейчас мы будем сшивать вот прям по вот этим вот нашим краям. Сшивать будем просто одним рядочком, вот этим темным цветом. Я уже сейчас сшила, наметала быстренько, хотела померить, чтобы посмотреть, все ли мне нравится. Мне все очень понравилось. И вот поэтому я вам говорю, что я буду сшивать вот этой своей темной нитью. Шов будет практически незаметен. А сейчас на данном этапе, пока у нас вот вся вот в таком виде наша деталька не сшитая, можно ее хорошенько прогладить, отпарить, чтобы у нас все вот эти выпуклости в вязании выровнялись, чтобы прям кофточка была гладенькая-гладенькая, потому что когда мы сошьем плечики, будет не очень удобно проглаживать. А перед этим нужно определиться с изнаночной стороной и все вот эти вот узелочки, где у нас была смена нити, например, да, вот у меня здесь много было смены нити. Потом вот эти все узелочки мы завяжем на изнаночной стороне и обрежем. И потом уже с изнаночной стороны будем проглаживать все наше изделие.
Все, я обрезала все ниточки, отгладила полностью мое изделие. И сейчас нам остается только пришить вот шовчик по нашим плечикам. Прикладываем вот эту часть, которую мы провязали, вот таким образом, чтобы он как пазл лег вот так на нашу вот эту половинку. Точно так же с этой стороны. Будем пришивать с изнаночной стороны. Просто самым обычным шовчиком, соединительными столбиками, вот этим вот цветом темным. Вот берем два наших края. С одной стороны подсоединяемся за всю косичку крючком. Можно взять крючок чуть потоньше, чтобы было удобно. Далее во вторую тоже прокалываем крючок и продеваем нашу нить через все две косички. Делаем закрепительную нить, подтягиваем. Все, и дальше просто вяжем соединительными столбиками за обе косички. Шовчик не стягивайте, чтобы он выглядел в расслабленном виде, не стянутым. Заканчиваем сшивание, просто продеваем в последнюю косички на том и на том краешке. Все, можно, в принципе, сделать такую закрепительную петельку, подтянуть, нить обрезаем и прячем. Можно спрятать в шовчике. Аналогично делаем с этой стороны. После того, как мы сшили по плечику наш шовчик, можно его также отпарить, отгладить с изнаночной стороны. И вот смотрите, абсолютно не видно перехода. Вот он наш шовчик. Прям очень здорово. Все, в принципе, абсолютно все готово. Можно и даже и так уже носить. Можно обвязать по всем краям, что здесь, по низу. Просто столбиком без накида. Просто чтобы, да, такая канва была вот таким, например, темным цветом. Можно, например, здесь приделать кисточки, да, на шнурочки. Сейчас тоже, возможно, мы их сделаем. Я хочу обвязать все наши края каким-нибудь прикольным, необычным узорчиком. Сейчас займемся проймой нашего рукава. Берем вот наше изделие. Можно подсоединиться к самому низу нашей проймы. И сейчас просто первый ряд обвяжем обычными столбиками без накида. Просто вот подсоединяемся куда-нибудь. Ну, можно вязать, в принципе, с лицевой стороны. Я взяла крючок поменьше, номер 3. Делаем закрепительную петельку. И так как, видите, у нас здесь край неровный, будем втыкать крючок куда получится. Но чтобы это все было симметрично и аккуратненько все выглядело. Все, и вот так провязываем столбики без накида. Не стягивайте вот эти вот столбики, вяжите чуть более расслабленно. Вот так провяжите несколько столбиков без накида, там штук 10. И вот так посмотрите, как это все выглядит. Вот, мне все нравится, отлично получается. Ничего не стягивается, дырочек больших не получается. Все, и таким же образом вяжем дальше. К примеру, если вот вы не хотите, чтобы получались вот такие большие дырочки, подошли к вот этому отверстию, да, захватите вот, к примеру, вот таким образом петельку и провязывайте вот, к примеру, вот таким образом. Вот видите, не будет здесь образовываться дырочек. Сами смотрите по ходу вязания, куда вот втыкать. Все, мы обвязали одним рядом нашу пройму рукава. И сейчас вот отсюда начинаем вывязывать наш ажурный край. Либо вот так вы можете оставить, либо можете связать вот такой ажурный край в виде веерочка, в котором мы обвязывали наш пледик. Тоже очень классно будет смотреться. Либо вот я могу предложить вам такой вариант. Еще одной обвязки. Вот мы закончили наш ряд обвязки просто столбиками без накида. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот эту петельку третью вот так закрываем пальчиком и придерживаем. Делаем еще 2 воздушные петельки. 1, 2. И сейчас будем вязать пышные столбики. Также они, как и пупырки называются, либо шишечки. Делаем накид. Вот в эту первую петельку из 2 провязываем через 2 петельки. 2 петли остаются на крючке. Делаем накид. В эту же первую петельку из 2 провязываем крючок. Вытаскиваем нить, провязываем через 2 петли. 3 петельки на крючке, делаем накид, в эту же петельку провязываем, вытаскиваем крючок, провязываем через 2 петельки, 4 петли на крючке и делаем еще один накид, провязываем через петельку и через 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5 петелек на крючке, провязываем одной рабочей нитью. Так, подтягиваем и делаем соединительным столбиком, опять же, в эту же петельку, куда мы делали вот эти все наши пышные столбики. Просто как бы подсоединяем нашу шишечку. Все, соединительный столбик сделали. Вот такая шишечка получается. Делаем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
На нашем крае отсчитываем 3 петельки. Раз, два, три. И провязываем в четвертую. Можно соединительный столбик, можно столбик без накида, как хотите. Это не важно. Вот что у нас получается. И вот такие прикольные висюльки у нас получится по всему нашему рукаву. Давайте еще раз. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Придерживаем вот эту петельку. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Делаем накид. В первую петельку провязываем через 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Накид. В петельку вытаскиваем нить. Провязываем только через 2 петли. 3 петельки на крючке. Накид. В петлю провязываем через 2 петельки. 4 петли на крючке. Делаем еще один накид. И провязываем через 2 петельки только. Раз, два, три, 4, 5 петелек на крючке. Провязываем одной рабочей нитью. Подтягиваем. И в эту же петельку, куда мы вязали наши воздушные столбики, просто провязываем соединительный столбик. Как бы закрепляем нашу шишечку на вершинке. Все. Тут же набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Отсчитываем 3 петли на нашем крае свободные. Раз, два, три. И провязываем в четвертую. Столбик без накида, либо соединительный столбик. Вот такие прикольные висюльки получаются. Также вы сами понимаете, что вот это расстояние можете делать сколько угодно. Я здесь сделала 3. Можете делать 4-5 воздушных петелек. То есть, соответственно, здесь пропускать вы будете побольше петель на крае. То есть, смотрите сами, какой вы хотите, чтобы вот получились вот эти вот наши вершинки. Все, и таким образом обвязываем до конца края. И вот такая милая обвязка рукавов у нас получилась. И сейчас нам осталось сделать что-то с вот этими краями, где у нас вот эти 2 половинки и где ворот. Я хочу просто обвязать столбиками без накида вот от этого уголочка. По краю идем, доходим до ворота. Здесь я хочу выровнять край, чтобы у меня он был вот такой горизонтальный, чтобы здесь не было волны. Также вот здесь мы перейдем, здесь я тоже хочу его выровнять. Сюда перейдем. И здесь по этой стороне также до конца уголочка тоже провяжу просто столбики без накида. Так, смотрите, там, где у нас вот эти 2 половинки, да, смыкаются, тоже край не очень ровный, я хочу его выровнять. Как мы это будем делать? Принцип примерно такой же выравнивание, как и вот наши волночки, только здесь нам нужна горизонталь, здесь сверху. То есть, смотрите, вот, к примеру, подошли к такой впадинке, и вот, к примеру, провязываем столбик без накида. Потом можно попробовать провязать полустолбик. И смотрите, чтобы вот здесь вырисовывалась горизонталь. Далее также можно, к примеру, полустолбик с накидом. Далее, так, еще один можно. Все, вот видите, впадинка исчезла. Далее здесь вяжем просто столбики без накида. Там, где нам не нужно заполнять впадинку ничем. И вот смотрите, вырисовывается ровный край, и точно так же делаем и вот со следующими впадинками. К примеру, если у вас впадинки более глубокие получились, там можно пробовать не полустолбиками, а столбиками с одним накидом, к примеру, да, чтобы компенсировать вот эту глубину. А если у вас наоборот не сильно большие перепады, можно просто чуть более вытянутыми столбиками, более свободными столбиками без накида, имею в виду. Вот, к примеру, видите, столбик без накида обычный также может нивелировать вот эту нашу впадинку. Так что подбирайте вот именно под свое вязание. Размеры кофточки получились в длину 58 сантиметров, в ширину тоже 58 сантиметров. И я хочу сделать кисточки для своей кофточки. Берем подходящей нужной длины картонку, это у меня примерно 7,5 сантиметров. Просто вот так обматываем много раз. Чем больше обмотаете, тем более густой будет кисточка. Когда обмотали нужное количество раз, обрезайте. Вот этот кончик, чтобы сейчас не выправился, можно скрепочкой, либо прищепкой вот так вот на время зацепить. Далее отрезаем небольшой хвостик пряжи. Продеваем через нашу обмотку к самой верхушке. Завязываем узелок поплотнее, потуже. Можно несколько узелков. Можно вот так несколько раз обвязать. Сверху опять же можно узелочек. И вывести эти кончики вовнутрь.
Сейчас, когда мы разрежем нашу кисточку, мы завяжем на узелок вот эти наши кончики внутри. Все, можно снять с картонки кисточку. Разрезаем пополам. Вот эти наши два кончика завязываем внутри посерединке на узелок. Переворачиваем. Отрезаем еще один хвостик. Аккуратно складываем нашу кисточку. Прикладываем наш новый хвостик вот таким образом. Оставляем небольшую петельку. Потом мы ее вытащим через обмотку нашу. Все, и вот так вот обматываем нашу кисточку. Продеваем вот этот кончик через нашу петельку. Ищем вот этот наш кончик, который мы изначально приложили вот так, да, нашей петельки до обмотки. И вот так вот вытаскиваем. Вытаскиваем через петельку оба кончика. Так, вот они. И внутри нашей кисточки можно завязать на несколько узелков и обрезать. Подравниваем кончики, чтобы ровная кисточка была. И теперь нужно связать нам шнурочки, на которых будут держаться кисточки. Можно два варианта сделать. Первый вариант: отрезаем какое-то количество нашей пряжи, ту длину, которую вы хотите, чтобы была вот эта завязочка, шнурочек. Продеваем вот через макушку пряжу. Делаем ровно посередине отрезка нашу кисточку. И просто вот эти два отрезочка пряжи вот так вот скручиваем в разные стороны. Сильно-сильно скручиваем в разные стороны. Много раз. И потом вот так автоматически она, как жгутик, сама закрутится вот в такой прикольный шнурочек. Либо второй вариант: просто цепочка из воздушных петелек. Продеваем пряжу через макушку. И сразу же отсюда можно вязать, набирать цепочку из воздушных петель. Вот этот хвостик потом иголочкой спрячем туда вовнутрь кисточки. Все, и набираем нужное количество воздушных петель такой длины, которой вы хотите, чтобы вот был шнурочек. Вот такие два вида шнурочка. Выбирайте, какой вам больше нравится. И просто подсоединяем вот сюда в уголочек, куда вы захотите. Вытаскиваем нить, все вот так получается. И вот эту нить просто прячем внутри вязания, на узелочки завязываем. Наша замечательная кофточка полностью готова. Всем спасибо за просмотр, всем пока!